да как говорится, вооружен, предупрежден. Ну да. Значит, вот, Виктория уже сказала про техники, да, и манипуляции. В Египте они просто достигли эпогея величия, то есть здесь ими владеют очень хорошо. Опять же, я так думаю, надо всегда возвращаться к истокам. Почему они работают, эти техники, на нас, на иностранцев, на европейцев? Почему так получается? Потому что вот недолюбленность. Многие не любят, у многих вот эти вот советские установки, да, то есть родители, которые там, возможно, вас в детстве вам слова не давали, да, или какой-то, может быть, вообще какая-то неполная семья. Ну, это много, может быть, в школе вот эти комплексы. Тут же, ну, очень много людей, которые как-то страдали, да, психологически. И опять же, это про культуру, например, если у нас не принято там, то есть у нас могут женщину назвать бабой или тёлкой, или я вот вообще это не понимаю. Извините меня, я, может быть, не модная, может быть, старомодная, может быть, как угодно. Я очень не приемлю, что кто-то меня назовет баба. Ну поймите, вот, ну. И вот и когда вот постоянно, да, по телевизору, то есть вот это вот, да, то есть постоянно какое-то вот странное, то есть мужчина напился и потом вот так вот на себя руку повесил, и вот ты как для него как вешалка в шкафу. Ну что это такое? Ну я вам честно скажу, у нас, к сожалению, вот в России много я наблюдала, да, таких вот, скажем, неуважительных по отношению к женщине моментов. И тут она приезжает, и здесь она видит твои глаза, голубые озера, твои губы, как лепестки роз, твои волосы, как шелк, и все. И она просто... И он восхищается вами, неважно, сколько килограмм вы весите, 150 или 50, или 250, или вообще неважно. А это подкупает женщину, понимаете? Играется все, нету никого, кроме тебя. Вот начинает вот это. Потом, если касаемо наших женщин, наши женщины, они уникальны в плане жалости. То есть мы же, когда любим, мы готовы помочь и спасти, и вот, а на этом тут вообще. И тут появляется он, и, Боже, дорогая, у меня там папа заболел, мама при смерти, у нее рак. Это одна история. Потом, ой, меня забирают в армию, мне нужно $1000. И что-то там это, потому что... И вот так вот опять игра на жалости, да. То есть очень много, да миллион. Мне кажется, тут ну, у каждой женщины найдется своя определенная история с тем или иным манипулированием, да, манипулированием на жалости, манипулированием над детьми. Если у вас есть ребенок, то есть он сразу полюбит вашего ребенка, и как бы, то есть если у вас там нету денег, он вас, значит, у него какой-то другой интерес, подмять под себя, да, то есть конвертировать вас в мусульманку, посадить вас дома и просто над вами морально издеваться. Тут, да, морально. Да, тут таких много, вот. И я вам скажу, даже самый порядочный египтянин или арабский мужчина, так скажем, не буду даже говорить про египтян, потому что мне кажется, он вас попробует подмять под себя. То есть тут вам надо держаться. Если даже у меня такое было, просто когда-то вам устраивают эмоциональные качели, и человек может уйти, например, из дома по той или иной причине, даже иногда, и ждет, пока вы его вернете. Вот я, например, никогда, ну, когда у меня муж так немножко попервой попытался вот такие манипуляции устраивать, я его никогда не возвращала и никогда не звонила.
пока он сам не придет. Потому что если он приходит сам, значит, он извинится, значит, он будет по-вашему играть. А если вот вы его вернете, то вам пиши пропало. Он будет, все, вы вернули его, и все, и начинается вот это. Даже самый порядок попробует вас подмять. Поэтому для того, чтобы здесь оставаться психологически нормальным человеком, да, устойчивым вам, вы постоянно должны саморазвиваться. Я в этом вижу спасение. Лично это мое мнение, вы можете со мной не согласиться, у каждого свой опыт. Я вам чисто свою точку зрения. Особенно, когда вы приезжаете, вот мы с Викторией уже на эту тему разговаривали. Когда вы приезжаете в другую страну, вы отрываетесь от своих корней. То есть от места, где вы родились. Потому что мы привыкли дышать определенным воздухом. Нам не хватает вот этого леса, нам не хватает запаха вот этой травы. Весной нам не хватает вот этих почек на листиках. Понимаете, все, что мы привыкли. Просто хлеба черного поесть с маслом там, да, или что-то вот, не знаю, что-то, к чему вы очень привыкли, на что мы выросли. Понимаете, есть определенная культура, наши традиции, и вот это, когда ты переезжаешь в другую страну, ты просто отрываешься, тебе надо принять новую реальность. Но как, сохранив ваши традиции и все, с чем вы выросли в себе, и нести это уже здесь. Если у вас получилось так трансформироваться, вы будете целостным человеком. То есть, если вы, например, я несу русскую культуру в своих учениках, я преподаю вокал, и они у меня выступают, они представляют уже нашу, да, то есть культуру и все, наши песни уже здесь, в Египте. Вот. Поэтому очень важно приехать и понять ваше предназначение уже в новом пространстве. Вы, возможно, кому-то будете полезны здесь, понимаете, своими действиями. Вот Виктория, например, она вот делает очень полезные вещи. То есть она находит интересных людей, да, рассказывает о Египте, показывает вам Египет с внутренней стороны уже для тех, кто, возможно, по состоянию здоровья или по какой-то еще причине решил поменять место жительства. Это очень важно, чтобы человек мог адаптироваться. Да? То есть она себя нашла, она несет определенную пользу, и она привязана к своим корням, потому что у нее есть вы. Понимаете? И это очень важно. И тогда ты в гармонии с собой находишься. Но если человек приезжает и вот это вот здесь нечем ему заняться, как только обсуждать жизни других людей, то, что они делают, ну как можно сойти с ума. И тогда, конечно, манипуляторы, они как пчелки будут еще больше, потому что вы будете тонуть в этих страстях, понимаете. Ваша жизнь здесь будет сплошная Санта-Барбара. И вы уже поймаете себе на мысль, что вы вот этой Санта-Барбарой живете. Вот чтобы этой Санта-Барбары не было, надо самореализовываться. Надо встречаться с интересными людьми, надо найти свой талант, там, да, то есть творчество. И уже, если уж вы выбрали находиться здесь, да, а не там, где вы родились, да, тогда здесь вот уже самореализовываться, тогда все будет хорошо. И тогда я думаю, что вот эти вот, когда ты человек самодостаточный, то вот этим манипуляторам очень нелегко придется, потому что вы всегда будете знать свой стержень, и когда он вас начнет там прогибать под религию или под «ты туда не ходи, это не одевай», ну, слушайте, я, как сказать, сюда уже, наверное, взрослые женщины, то есть приезжают. Поэтому, знаете, ради там мужчины, если вы это делаете, если вы меняете религию осознанно с вашего желания, это одно, понимаете? А если вы это делаете для мужчины, это дурость. Или если вы там одевались вот так вот, приехали и как-то не то, что вы там компромисс нашли, а вы резко такие хопочки и переоделись, да, в голове в эту. Но это, как сказать, если вы это делаете по собственному желанию, это одно. А если вы это сделали для него, и вы там внутри страдаете под этой паранжой, извините, это другое. Так
Мой взгляд на эти вещи, никто не застрахован. Я о том, что у каждого человека должны быть свои моральные ценности. Так вот, ни при каких условиях, у каждого они свои. И мы остаемся целостными, и нас очень тяжело сломать или нами очень трудно манипулировать, если мы придерживаемся этих своих моральных, да, если у нас эти, как у нас сейчас модно говорить, красные линии, да, так вот, если вы не позволяете человеку проходить через эти красные линии, то тогда у вас будет все нормально здесь. Вот. Но мой совет – наблюдайте. Наблюдайте. Все, что касается материального или, скажем так, сексуального, потому что многие на этом, да, то есть не утопайте сразу, да, в океане страстей. Понаблюдайте, кто с вами.